В глубине весит почти ничего и чернее, чем сама тьма. Ни одно известное излучение не проникает сквозь его корпус. Любое сканирование показывает лишь пустоту. Этот объект был найден на борту самолета рейса FL-101, авиалайнера, который исчез в 1965 году, а приземлился через 50 лет, будто бы ничего не произошло. Самолет Nordwind Starliner считался безнадежно утерянным над Северным морем. Его искали недели, но не нашли ни обломков, ни сигналов. И все же 11 сентября 2015 года старый лайнер с характерными пропеллерами, выкрашенный в цвета исчезнувшей авиакомпании Skynor, приземлился в аэропорту Осло, вызвав панику и шум. Рейс не был зарегистрирован ни в одной современной базе. В кабине находился капитан Эрик Мюллер, мужчина средних лет с классической прической и формой образца прошлого века. На борту 87 пассажиров, включая 12 детей, молодоженов, школьников и католического священника. Пассажиры были живы, не старше, чем в день исчезновения. У них были билеты, вещи, документы. Все утверждали, что только что вылетели из Копенгагена. Медосмотр показал невозможное. Ни один человек не постарел ни на день. Биологический возраст совпадал с документами. У детей не выросли зубы, не изменилась длина ногтей. Когда вскрыли багажный отсек, под чемоданами нашли коробку. Абсолютно гладкий прямоугольный объект размером с книгу. Ни петель, ни замков, ни швов. На верхней поверхности 3 концентрических круга и странные символы, не относящиеся ни к одному известному языку. Коробка не реагировала. Саймон Лунд, физик из Оксфорда, доктор Элия Нос, нейропсихолог, Рахима Эл-Барак и доктор Оскар Рёд, специалист по граничным состояниям материи. Пока ученые пытались расшифровать символы, пассажиры были помещены в карантинный центр. Их мозговая активность оставалась в норме, но их поведение настораживало. Они не испытывали стресса, страха или даже удивления. Один из детей, Ориан Филд, 10-летний мальчик с большими глазами, сказал в интервью: «Мы не исчезли. Нас взяли, просто одолжили». Кто взял? Те, кто живет между секундами. Мы были в паузе. Там не было времени, только свет и голос. Он сказал: «Не бойтесь, вы станете свидетелями». Все дети описывали одинаковую картину. Фиолетовый водоворот за окнами самолета, голос в голове, замедление реальности. На 4-й день один из охранников впал в кому, просто стоя рядом с коробкой. Сердце билось, мозг активен, но сознание отсутствовало. Он бормотал одну и ту же фразу. Частота 30 Гц, зовут домой. Приборы подтвердили. Коробка излучала сигнал именно на этой частоте. И, что еще страннее, мозг каждого пассажира синхронизировался с этим излучением. Впоследствии профессор Лунд рискнул активировать частоту в специально экранированной камере. Произошло невозможное. Коробка открылась. Внутри оказался не механизм, не предмет, а вихрь света, не поддающийся спектральному анализу. Свет не грел, но его присутствие искажало пространство. Рентген не фиксировал ничего, кроме структуры, напоминающей слои времени, словно стеклянные пленки с застывшими моментами. Ночью доктор Оскар Рёд нарушил протокол и остался в лаборатории. Последняя запись его дневника. «Я воспроизвел частоту. Коробка раскрылась полностью. Я вижу время, слои мгновений. Я вижу этот же зал в 1965, в 2035 и в бесконечности. Люди машут мне из каждого слоя. Они помнят. Они зовут». Утром Рёда не было. Камера была пуста.
Коробка снова закрыта. На полу его очки и тетрадь. В ней фраза «Время — это не река, это зеркало». И если смотреть слишком долго, оно смотрит в ответ. Через 3 дня девочка Лея, 9 лет, подошла к доктору и сказала: «Это должна быть я. Я могу помнить. Я не боюсь». «Что ты увидела, Лея?» «Время сломано. Мы были там, где его лечат». Она вошла в свет. В ту же секунду коробка закрылась. Частота исчезла. По всему миру восстановилось течение времени, а пассажиры рейса начали стремительно стареть, проживая 50 лет за несколько часов. Капитан Мюллер, теперь седой и изможденный, произнес перед смертью: «Мы были там, в архиве. Там хранят все: первый поцелуй, последний вздох. Они показали нам, что время-то живое, и оно боится забыться». Через год в разных странах дети начали говорить, что Лея приходит к ним во сне. Они рисовали схемы, которых не понимали. Один мальчик из Исландии нарисовал карту временного узла, совпадающую с прогнозами ученых. Девочка из Кении писала на неизвестном языке. Позже он совпал с символами на коробке. Доктор Нос создала Международный центр по изучению временных аномалий. И именно там, в 2023 году, произошло второе откровение. Появился новый сигнал из космоса. Частота 30 Гц, зафиксированная одновременно в 7 точках галактики. Голос неизвестного мальчика звучал отовсюду. «Пока вы помните, время живо. Пока вы любите, оно течет. Когда забудете, оно остановится. И помните, время не прощает равнодушия». На этом история пока заканчивается. Но коробка